Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я постараюсь сэкономить ваше время. У кого-то это будет сэкономленные добрые парочку месяцев, а у кого-то, может быть, годы бесполезных и неэффективных тренировок. Нет, я не собираюсь задвинуть что-то бесполезное, модное или неэффективное. Как раз таки наоборот. Моя самая главная задача — помочь тем, кто посмотрит это видео, сделать их здоровье и результат в тренировках только лучше. Дело. Внимательно посмотрите на то, какие упражнения на пресс вы делаете, а самое главное, как. Сейчас я покажу, что абсолютно точно стоит исключить из своего тренировочного списка. Первое. Подъем прямых ног. Попеременный подъем одной ноги. Абсолютно не важно. Особенно, когда верхняя часть зафиксирована. То же самое работает и с туловищем. Прямой подъем туловища. При прямых ногах особенно. Вот такие складки. Вот такая какая-нибудь работа. Вот такая. Вот такая. И прочее, прочее, прочее. Ножницы тоже. Вы здесь качаете не пресс. Нам необходимо твердо понять, функция прямой мышцы живота – сгибать позвоночник. Обратите внимание на ее крепление к костям. Она тянется от ребер и мечевидного отростка посередине до лобковой кости снизу. И все. Логично, что ее функция – соединять эти две точки крепления. Соответственно, делая упражнения таким образом, вы отдаете больше половины нагрузки на абсолютно другие мышечные группы – мышцы бедра и таза. Пресс в этих упражнениях выполняет статическую работу, он лишь ассистент. Нам же необходимо давать целевую нагрузку для достижения действительно хорошего результата. При выполнении скручиваний 100% нагрузку пресс и косые мышцы живота держат только в случае подъема до 30-40 градусов от пола. Не выше. Вот как это должно выглядеть. Выдох наверху. Можно усложнить руками. Не держим руки за головой, не тянем свою шею. Попробуйте сделать так 20 раз, медленно, вдумчиво, и вы просто не сможете встать. Теперь смотрим на подъем ног. Что происходит? Вспоминаем анатомию. Сгибание в тазобедренном суставе. Целевая функция пресса не выполняется. Нет приведения лобковой кости к мечевидному отростку и наоборот. То есть, получается, выполнение этого упражнения Практически абсолютно бесполезно. Есть гораздо более лучшие альтернативы. К тому же, при сгибании тазобедренного сустава очень активно включается в работу подвздошно-поясничная мышца живота, о которой мы говорили ранее. Она приводит к компрессии позвонков. И это, в общем-то, ничего хорошего вам не сулит, особенно с течением времени, сотнями новых повторений. А если у вас сидячая работа, лишний вес тела, если вы еще вешаете на себя груз во время тренировок, то вы только ухудшаете свое здоровье со временем, постепенно, не прямо здесь и сейчас, но вы придете не к самому хорошему результату в тренировках. Многие из вас могут справедливо заметить, что большинство из всех атлетов на платформе YouTube делают пресс неверно, что ли, получается. Стоит признать, что это действительно так. Я не знаю, с чем это связано, почему так происходит, но это не значит, что нужно слепо копировать то, что они делают. Если большинство делает неверно, то зачем вам делать точно так же? Просто логически подумайте, к каким целям вы стремитесь в тренировках и что вы хотите от своего организма. Во-первых, эти люди генетические уникумы, они очень удачны. У них с генетикой пресса все отлично как минимум. Возможно, их позвоночные диски способны выдерживать гораздо большую нагрузку. И не удивляйтесь, это абсолютно нормально. Мы все разные. И вы совсем другой, особенный. Вам необходимо все пропускать через себя, через собственный опыт. Но начинать нужно и до среднего уровня работать на самых безопасных, точных и понятных упражнениях. Уже потом можно экспериментировать, добавлять что-то новое. Потому что возрастает стаж, чувство мышечной группы, вообще понимание тренировочного процесса. Эти люди сделали миллионы повторений за время всех своих тренировок. Вы можете даже быстрее прийти к результату, делая безопасно, с умом,
и то, что нужно. Я думаю, не стоит лишний раз повторять, что чтобы увидеть свои кубики пресса, необходимо разобраться со слоем подкожного жира. Поэтому если у вас там 5-сантиметровая броня, конечно же, нужно с ней разобраться. Но это не значит, что пресс тренировать бесполезно. Тренируем пресс, параллельно работаем над жиросжиганием. Рекомендую обратить внимание на мой пресс. Почему у кого-то пресс кривой, например, как у меня. Видите, да, кубик ниже другого. А у кого-то он ровный. У кого-то вот здесь, в этих ямах, пролегает как будто бы Гранд Каньон, а у кого-то это как будто кафельная плитка, очень плотно друг к другу сложенная. Также и косые мышцы. Обратимся к строению этих мышц. Кубики пресса образуются благодаря сухожилиям, которые перетягивают прямую мышцу живота поперек. По центру прямая мышца живота разделена белой линией живота. Именно это определяет глубину мышц и расстояние между кубиками. Кстати, сухожилия, которые располагаются ниже, как правило, менее развиты. Именно поэтому низ пресса видно гораздо хуже, и лишние 1000 тренировок не помогут уравнять его с верхними кубиками. Также очень четко стоит понять, что мышцы пресса, косые, прямая мышца живота и все смежные, это точно такая же мышца, как и все остальные в нашем теле. И очень логично, что ей необходимо время на восстановление после каждой достаточной тренировки, которая была способна запустить процессы роста мышц. Поэтому не делайте 7 раз в день тренировку пресса. Не нужно долбить его 5-10-минутными упражнениями. Я не спорю, это в основе своей окислительная мышечная группа, потому что она всегда работает, двигается, занимается стабилизацией нашего организма. Она ключевая, но даже с такими мышцами нужно быть достаточно осторожным, предусмотрительным. Не стоит тренировать их каждый день. Первые 3, может быть даже 4 года ваших тренировок будет достаточно 2 в неделю. 2 тренировок в неделю. По 4-5 качественных, действительно хороших подходов в правильных упражнениях. Чтобы не растягивать этот ролик, потому что его вряд ли уже даже половина досмотрела до конца, в следующем я обязательно расскажу, какие упражнения эффективны, экономят ваше здоровье, а самое главное, ваше время. Те, которые действительно приносят результат. Ну а сейчас благодарю каждого из вас за просмотр. И если это было полезным, рекомендую подписаться. Здесь подобных видео будет еще очень много. Но мне было приятно все это для вас рассказывать. До новых встреч!